Приветствую всех, кто меня смотрит. Посмотрите, какое необычное и загадочное место. Мы находимся в центральной части Португалии на высоте 760 метров над уровнем моря. Как мы здесь оказались? Да просто проезжая мимо, мы увидели такой вот замечательный указатель Terreiro das Bruxas – ведьмина земля. Ну или колдовской двор. Но как можно проехать мимо? Тем более ландшафт местности был таким необычным. Странные колючие маленькие кустики, разбросанные по земле. Я такого не видела. Плюс такая хмурая погода придавала моим предположениям нужный настрой. Нет, но обязательно надо посмотреть, куда ведет дорога. Мне даже захотелось выйти из машины и рассмотреть местность получше. Ну, очень загадочно. Не только растительность, но и краски такие необычные вокруг. Итак, вот мы попали в это место. Вдали виднеется замок на горе, а рядом такая вот сказочная дорожка. Она очень старая, полуразрушенная и ведет куда-то вниз. Мы проверять не стали, потому что нами уже выбрана дорога, и ведет она в Сартелью, в очень старую каменную деревню, какие принято называть средневековыми. Хотя, как правило, история таких деревень начиналась задолго до. Еще не доехав до самой деревни, мы увидели часовую башню. По всей видимости, она принадлежит деревне, красные крыши которой виднеются внизу. Башня очень похожа на такую же в Монсанту. Видимо, в 15 веке каждая деревня имела подобную. Они всегда располагались на самой высокой точке и имели разные функции, в том числе и наблюдательную. И еще обычно наверху таких башен были колокола, которыми можно было поднять тревогу в случае пожара или если враг приближался. Да, неожиданно это было. Но мы ведь в необычном месте находимся. Я думаю, что территория ведьм не должна быть обычной. А как смотрится эта площадка на горе со старыми выложенными дорожками, очень впечатляет. Посильнее красивых дворцовых площадей. Лёха, ты сейчас сидишь тут? Замок смотрю. Ну да, пора выдвигаться в сторону виднеющегося замка, в деревню колдунов. Хотя в этом месте можно было бы остаться и подольше, и побродить по этим загадочным дорожкам. Но волшебный взмах крыла, и мы на месте, у каменных стен средневековой деревни. Рядом лежат огромные волшебные валуны, которые очень напоминают самую португальскую деревню Португалии – Монсанту. И вот, наконец, мы входим в городские ворота. Ведь когда-то это был многолюдный город со своим замком, деревней, военным гарнизоном. Здесь кипела жизнь, здесь проливалась кровь, здесь народы сменяли друг друга. Как мы уже запомнили по другим замкам, все по порядку. Кельты, римляне, вестготы, мавры и наш знаменитый первый король Португалии, который родился и вырос недалеко отсюда, в Гимарайше. Не зря нас занесло сюда, ведь, как оказалось, даже в старинном гербе этой деревни изображен перстень, а по местному преданию это золотой перстень с рубином давал силу древнему могущественному клану колдунов, проживающих в этой деревне с незапамятных времен. А вот и местные кошки, куда же без них? Это, наверное, потомки тех ведьминых кошек, которые здесь жили когда-то. Есть, конечно, и современная версия, почему кольцо является символом древнего города.
Поселение как бы окружено двойным кольцом: рукотворным – это крепостные стены, и природным кольцом – это скалы вокруг. Я всегда с большим вниманием отношусь к местным легендам, чем к современным трактовкам, потому что в нашем современном мире никто не назовет уже землю ведьминой. Понятно ведь, что название идет из глубины веков. Поэтому принимаем эту версию и смотрим эту деревню именно под этим углом. Да, и еще не забываем, что брошенной эта земля никогда не была, и здесь до сих пор живут люди. Вот даже объявление, что дом продается. Кто хочет купить, может позвонить по телефону. А это мы подошли к таверне. Очень здорово выпить чашечку кофе в таком необычном месте, но, к сожалению, закрыто оказалось. А жаль. Рядом видим колокольню с 2 колоколами. Можно, конечно, подняться по этим не очень хорошо сохранившимся ступеням, вырубленным в скале, но трогать колокола строго запрещено, поскольку их звон означает пожар. Проходим чуть дальше и видим церковь Девы Марии, построенную в XVI веке. На портале выбито даже 1573. Начинает моросить дождик, и это еще больше придает древнему городу таинственности. И уже виднеется замок. Между церковью и замком находится площадь Колонны, или другими словами позорный столб. И мы сейчас пройдем туда, но сначала поедим инжир, ведь фиговые деревья растут прямо на улице, и дождик помыл плоды. Проверили двери бара, тоже закрыто. Эта деревня кажется совсем необитаемой, хотя здесь жителей около 500 человек по последней переписи. Спускаемся на уровень ниже, и здесь видим старые домики под огромными камнями и на камнях. И это объясняет название, данное им – ящерицы. Сартелия сохранила свой облик неизменным до наших дней, поэтому мы можем видеть даже самый старый дом, построенный в XIII веке, и название который имеет соответствующее – Casa Numero Un – дом номер 1. А это уже не XIII-XIV век, это уже широкая и ровная улица XVI века, которая ведет к главной площади. И вот тот самый позорный столб, который мы видели с высоты. Когда-то это было местом наказания осужденных, но с XVI века уже такие столбы были символом независимости городской власти. Рядом находится двухэтажное здание XVI века, нижний этаж был тюрьмой, верхний – мэрией. Ну а мы зайдем в замок, вход которого очень удобно расположен прямо у позорного столба на главной площади этого древнего города. Этот замок был построен на останках поля ранних сооружений, ведь история этого места ведется еще от иберийцев. И все эти древние сооружения проходили через руки кельтов, римлян, вестготов, мавров, пока не попали в руки португальцев. Последние осады эта крепость пережила во времена войн с Кастилией и во время наполеоновского нашествия. Так что этот замок многое повидал на своем веку, прежде чем прийти в упадок. И после своей бурной молодости он успел побывать и складом, и тюрьмой, пока не получил статус национального памятника. Ну что ж, это обычная судьба всех замков, как я заметила. Но, несмотря на это, он сохранил дух своей былой славы, и это очень хорошо ощущается, находясь здесь. Даже лучше, чем в хорошо отреставрированных замках с современными приспособлениями для безопасности туристов. Я не очень люблю красиво отреставрированные замки с современными перилами, с намощенными дорожками. В них пропадает этот дух прошлых веков. Ну какие перила и дорожки? То ли дело здесь.
Красота старого камня в сочетании с пьянящей высотой. Монументально, тревожно и красиво. You were the other half of my heart. Wanna be so, the other half of my heart. Wanna be so, yeah, yeah. Конечно, этот замок вместе с городом под ним имеют не только документальные хроники, летописи, они еще богаты своими легендами, которые передаются из поколения в поколение. И одна из них рассказывает об истории любви молодых людей, когда замок осаждался маврами, и уже довольно долго мавританский воин и христианская девушка полюбили друг друга. И однажды их застала мать девушки во время поцелуя. Мать была взбешена, ведь это враг, а девушка была обещана храброму рыцарю из соседнего Сабугала. И в своей злобе она превратила молодых в камни. А я уже говорила, что Сартелья славилась своими колдунами. Так эти двое и застыли в своем вечном поцелуе. И эти камни напоминают нам эту легенду. Не знаю даже, как рассказывали подобные истории в Средневековье во времена Инквизиции. Опасненько было, я думаю. А я сейчас подошла к такому вот выступу в стене. Это разновидность машикули. Это такая навесная бойница. Прямо над воротами в замок нависает. Понятно, что это для того, чтобы выливать смолу на головы врагов, которые будут выламывать входные ворота. Но меня повеселил один мужчина, который говорил, что это туалеты, чтобы воины не отвлекались от важных дел. Это было смешно. Тяжело представить себе туалет над главным входом в крепость. Ну а я, насладившись такими опасными и такими прекрасными видами с высоты, спустилась вниз и посмотрела еще цистерну для воды во внутреннем дворике крепости. И заглянула в боковой проход, который вывел на крохотную площадку с крутым склоном вниз. Пройти дальше нельзя, но опять же красивые виды. Нет, ничего не заменит личного присутствия. Но разве можно прочитать в книге и ощутить это величие, эту историю? И пусть кто-то говорит, что это всего лишь руины, но нет, никак нельзя понять людей прошлого, понять историю, не прикоснувшись к его наследию. А сейчас, выйдя за стены старого замка, мы зайдем на маленькую площадку местного парка или скверика. Почему-то здесь находится каменный слон, но меня больше удивило другое каменное изображение. Что это там вдали? Неужели это то самое волшебное кольцо, о котором я говорила в самом начале? Это же кольцо! Я дотронулась. Надеюсь, ничего страшного. Вот оно, то самое кольцо, которое давало силу древнему клану колдунов, живущих в этой деревне. И на нем изображены ящерицы. А мы видели дома 13 века с таким названием. Значит, в тех домах и жили колдуны. А рядом находится не менее удивительное сооружение. Выбитая из камня Мадонна с младенцем. Меня поразило ее изображение. Или мастер был непрофессионалом, или так было задумано. Ведь она похожа больше на Брушу, ведьму по-местному. Это же ведьмина земля. Она как будто охраняет это самое кольцо и возвышается над главной площадью. Как бы там ни было, но это хорошая точка в нашем повествовании, больше и говорить ничего не стоит. Очень впечатлил этот древний город со своей крепостью. Очень атмосферно. Мы просто-таки окунулись в прошлые века. Спасибо тебе, Сартелья, а мы идем дальше за новыми впечатлениями. Всем всего хорошего и до новых интересных встреч!